Привет, друзья! Сегодня у нас сразу несколько неожиданных и интригующих новостей из Европы. На крупнейшей выставке в Мюнхене канцлер Фридрих Мерц оказался в центре курьезного момента с Мерседес, а чуть позже Opel показал обратную картину. Во Франции политическая сцена накалилась до предела. Марин Ле Пен давит на Макрона и требует новых выборов. В Баварии полиция предупреждает о фальшивых евро, которые уже попали в магазины и на заправки. И еще в Германии обсуждают неожиданный союз партий и даже переход министра здравоохранения к Саре Вагенкнехт. И это еще не все. Свежие данные Организации экономического сотрудничества ставят под вопрос уровень образования среди молодежи Германии. Досмотрите до конца и подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить все эти моменты, будет интересно. Итак, во время открытия международной автомобильной выставки в Мюнхене произошел забавный, но показательный эпизод. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на стенд Mercedes-Benz. Его сопровождал сам глава компании Ола Келлениус. Келлениус хотел продемонстрировать канцлеру капот электромобиля GLC, открывающийся спереди. Однако механизм отказал, капот заблокировался из-за ошибки персонала, допустившего неправильную операцию непосредственно перед визитом канцлера. Глава Mercedes попытался сгладить момент словами, цитата: «Вам нужно поверить мне», и с честной улыбкой объяснил ситуацию. Ничего криминального, просто техника сыграла шутку. Вскоре на стенде Opel произошло совершенно обратное. Глава компании Флориан Хютль легко открыл капот своего Грандланд, и демонстрация прошла без проблем. Этот случай, как легкий такой анекдот, в напряженной атмосфере самой ведущей автомобильной ярмарки свидетельствует, что даже в мире высоких технологий и презентаций лицо в лицо с высокопоставленным чиновником не гарантирует, что все пойдет по сценарию. И это еще не все. Во Франции парламентская оппозиционная партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен привлекает все больше внимания после недавнего падения правительства. Это произошло на фоне кризиса доверия кабинету премьер-министра Франсуа Байеру, чья попытка проводить бюджетную экономию закончилась вотумом недоверия. В связи с этим Ле Пен и ее сторонники настаивают на проведении досрочных выборов, считая ситуацию возможностью для политического прорыва. Ле Пен не смягчила свою риторику. Она заявила, что правительство утратило влияние и призвала президента Эммануэля Макрона распустить парламент. Несмотря на ее текущую дисквалификацию от участия в выборах, она сохраняет активную политическую роль и усиливает давление на власть. В то же время президент Макрон ищет новый состав правительства, в числе возможных претендентов министр обороны Себастьян Лекорню, а также другие технократы и представители центристских сил. Ситуация остается напряженной, парламент раздроблен, выборы не принесли однозначного большинства и время играет против стабильности. Французская политическая сцена в напряжении, общество склонно к протестам и забастовкам, а экономика с высоким уровнем долга усиливает эту нагрузку. В таких условиях влияние Ле Пен и ее партии может значительно укрепиться, если выборы состоятся завтра, например, она окажется готова к возможным переменам. И еще одна очень важная новость, которая вызывает внимание. В Германии, в городе Розенхайм, земля Бавария, полиция предупреждает о появлении, внимание, поддельных купюр, особенно 20-евровых. Несколько торговых точек, автозаправок и палаток на осеннем фестивале в Розенхайме столкнулись с подачей фальшивых банкнот, что вызвало реакцию у властей. Правоохранители настоятельно рекомендуют использовать метод пощупать, рассмотреть, наклонить. Бумага настоящих евро ощутимо шероховата, вы знаете, и плотная, а при наклоне проявляются защитные эффекты, голограммы и меняющийся оттенок цифр на купюре. К тому же полезно сравнить сомнительные банкноты с вашими настоящими, полученными из банкомата. Особое внимание стоит уделить купюрам с серийным номером, начинающимся на СС-300. Именно такие, по данным полиции, чаще всего оказывались подделками в Розенхайме в последние дни. Полиция Розенхайма также сообщает, поддельные купюры не возвращаются, поэтому кто принимает их случайно, остается с финансовыми потерями. К тому же передача фальшивых денег уже сознательно в попытке снизить собственный ущерб является преступлением. Правоохранители призывают не стыдиться и в случае подозрения сразу звонить по номеру 110. Также важно не позволять другим трогать сомнительную купюру, чтобы не стирались улики. Дело расследует криминальная полиция Розенхайма под руководством прокуратуры Траунштайна. Полиция надеется, что повышение осведомленности среди жителей и бизнеса может своевременно выявлять фальшивые купюры и предотвращать подобные случаи в будущем. Предупредите своих знакомых. Но давайте посмотрим на неожиданные политические идеи.
В Германии на фоне рекордных рейтингов партии «Альтернатива для Германии» разгорелась дискуссия о возможности сотрудничества между, внимание, Христианско-демократическим союзом ХДС и партией «Левые». Несколько представителей социал-демократической партии Германии СДПГ призвали ХДС пересмотреть свой непримиримый подход к левым, утверждая, что это мешает формированию стабильных демократических правительств и облегчает стратегии альтернативы для Германии по блокировке парламентских процессов. Георг Майер, министр внутренних дел Тюрингии и глава СДПГ в земле, заявил, что демократы должны быть готовы к коалициям друг с другом. По его мнению, отказ от сотрудничества с левыми способствует параличу парламентских процессов. Себастьян Фидлер, внутренний политический спикер фракции СДПГ в Бундестаге, также выразил мнение, что ХДС следует пересмотреть свой подход к левым, особенно в свете необходимости 2/3 большинства в парламенте для внесения изменений в основной закон и реформы фискальных правил. Согласно решению ХДС, напомню, от 2018 года партия исключает коалиции сотрудничества как с альтернативой для Германии, так и с левыми. Однако в текущем парламенте для достижения 2/3 большинства, необходимого для внесения изменений в основной закон, требуется поддержка либо левых, либо альтернативы для Германии. Себастьян Рольф, экономический политический спикер СДПГ в Бундестаге, считает, что непримиримый подход ХДС к левым является устаревшим и контрпродуктивным. В то же время Денис Редке, глава рабочего крыла ХДС, призвал партию не тратить силы на обсуждение сотрудничества с левыми. Он подчеркнул, что поддержка избирателей для Христианско-демократического союза возрастает не через теоретические или тактические дебаты, а через разумное управление и решение актуальных проблем в нужной форме. А дальше еще один неожиданный поворот в политике Германии. Министр здравоохранения Бранденбурга Брита Мюллер официально вступила в партию, внимание, Союз Сары Вайхентнех. Ранее она была членом социал-демократической партии Германии СДПГ, но в конце 2024 года, после более чем 25 лет членства, приняла решение покинуть ее ряды. Вступление в Союз Сары Вайхентнех, по ее словам, стало осознанным и обдуманным шагом. Брита Мюллер отметила, что ее привлекает в Союзе Сары Вайхентнех стремление заниматься конкретными проблемами и заботами людей. Она подчеркнула, что партия представляет ей политическую платформу, где она может отстаивать свои ценности и приоритеты. Руководитель Союза Сары Вайхентнех в Бранденбурге Фридерике Бенда представила Мюллер как нового члена партии на заседании фракции в Ландтаге. Она выразила уверенность, что вступление Мюллер придаст дополнительный импульс партии, особенно в области здравоохранения. Бенда отметила, что Мюллер уже добилась успехов, таких как увеличение финансирования больниц и поддержки пострадавших от побочных эффектов вакцинации от COVID-19. Партия Союз Сары Вайхентнех была, напомню, основана в 2024 году и в настоящее время насчитывает около 900 членов в Бранденбурге. И это еще не все. В Германии уровень образования среди молодых людей вызывает обеспокоенность. Согласно последнему исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, почти, внимание, 16% молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет не имеют ни аттестата зрелости, ни профессионального образования. Это выше среднего показателя среди стран, который составляет 14%. Особенно тревожная ситуация наблюдается среди мужчин. 18% из них не имеют соответствующего образования, в то время как среди женщин этот показатель составляет 13%. Несмотря на значительные инвестиции в образовательную систему, Германия отстает от других индустриально развитых стран по уровню квалификации молодежи. Шмидт призывает к проведению реформ, направленных на улучшение качества образования и повышение доступности профессиональной подготовки. Эксперты отмечают, что отсутствие соответствующего образования у молодежи ведет к повышенной безработице и трудностям на рынке труда. Кроме того, это ограничивает возможности для карьерного роста и снижает конкурентоспособность страны в глобальной экономике. В ответ на эти вызовы правительство Германии разрабатывает новые программы и инициативы, направленные на улучшение системы образования и профессиональной подготовки молодежи. Ожидается, что эти меры помогут сократить число молодых людей без соответствующего образования и повысить общий уровень квалификации рабочей силы в стране. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.